Всем привет! С вами снова IG Daily, и сегодняшняя тема у нас наши финансовые привычки. Мы переехали в Германию 11 лет назад еще студентами. И сейчас, конечно же, у нас уже 2 детей, наша жизнь значительно поменялась за это время. И мы хотели бы поделиться своими какими-то финансовыми привычками, принципами, выстраиванием бюджета, которые позволяют нам каждый месяц оставаться в наших рамках, не уходить в какой-нибудь минус, например, а также не ущемлять себя. И эти привычки мы частично переняли у немцев, которые очень хорошо умеют планировать бюджет, и с этой стороны они очень хорошо умеют экономить. Итак, первое, о чем мы можем поговорить, это то, что мы ведем совместный бюджет. Может быть, не все немцы ведут, и не все европейцы ведут совместный бюджет, у многих он действительно раздельный, но нам так привычно. Мы с этого всегда начинали, у нас даже не стоял вопрос вести отдельно, раздельный, либо совместный бюджет, он у нас совместный. То есть у нас все деньги общие всегда. Либо если кто-то один работает, и когда я училась, например, либо когда мы вдвоем работали, у нас всегда совместный бюджет. То есть мы какие-то мелкие покупки мы каждый делаем сами, не сговариваясь, скажем так, но какие-то большие, крупные покупки, поездки мы всегда вместе обсуждаем, прежде чем тратить. И еще один пункт, который позволяет нам меньше тратить, скажем так, это, как бы банально ни звучало, это меньше покупать. Меньше ненужных вещей. Мы уже рассказывали в одном из предыдущих наших видео, что на самом деле не так много вещей нам нужно, даже с 2 детьми. Вот, допустим, у нас младшему 1,5 года, и я не покупаю бесконечно ему кучу одежды, каких-то там гаджетов, погремушек, игрушек и так далее. У него есть там его бутылочка для воды одна, а не 5. У него, например, какая-то там своя посуда детская, соответственно, тоже не 10 штук, а та, которая ему нужно там на день, потом она вся моется, используется заново и так далее. И мы стараемся действительно покупать намного меньше вещей. Во-первых, это занимает меньше места, и, соответственно, не тратятся лишние деньги на всякие ненужные хлам иногда. Да, бесконечного гардероба у нас нет, в котором стоит 25 пар туфель или пальто, 600 штук, из которых вы носите только 2 в году. Конечно, мы такого не практикуем и не делаем. Следующий пункт, о котором мы хотели бы поговорить, это покупать меньше, как мы уже сказали, но более качественные вещи. То есть мы стараемся покупать, не обязательно все, что мы покупаем, должно быть самое дорогое или самое брендовое. Мы придерживаемся такого принципа, что вещи, которые мы чаще всего пользуемся, должны быть хорошими и должны быть качественными. А те, что нам нужны, ну, может быть, там не так часто, да, которые мы используем, они вполне могут быть очень даже бюджетными и недорогими. И очень полезно в данном случае использовать такой принцип, как, если это касается одежды, либо обуви, например, это стоимость выхода одной вещи. То есть возьмем, например, кроссовки в спортзал. Да? Если мы купим кроссовки в спортзал за 120 евро, и в спортзал мы ходим 3 раза в день, вот мы 120 евро делим на 12 месяцев. Это получается 10 евро в месяц, и 3 раза в неделю мы ходим в спортзал. В месяц это приблизительно 12 раз, ну, округлим до 10, допустим. И вот 10 евро разделить на 10, то есть за год выход одних ваших кроссовок в спортзал стоит 1 евро. Или возьмем какие-нибудь праздничные туфли, какие-нибудь необычные, которые захотелось купить, тоже которые стоят 120 евро. Но вы их наденете в год 2 раза. Итого их один выход будет стоить 60 евро. Поэтому кроссовки, которые вы носите каждый день или 3 раза в неделю, стоит покупать хорошие, потому что они будут вас радовать действительно каждый день своим качеством, тем, что они вам нравятся и прослужат вам намного дольше. А вещи, которые вам действительно нужны по какому-то определенному случаю, очень редкому, вполне можно купить достаточно бюджетные. Не обязательно тратиться на это большую сумму. Придерживаешься? Да, конечно. Ну, еще, допустим, ты можешь рассказать по поводу походных ботинок, да? В некоторых случаях, даже если ты ходишь не так часто в походы, это, конечно, не каждую неделю по 3 раза, но вот в случае там, с походами, когда ты поднимаешься в горы, важно, чтобы оборудование было все-таки качественным, да? Да, в принципе, везде, чем бы вы ни занимались,
Если вы занимаетесь на начальном уровне, вам все подойдет, любое дешевое, среднее или еще какое-либо. Как только вы пересекаете какую-либо границу, я в свое время очень много автоспортом занимался, мотоспортом, там тоже можно очень бюджетно этим заниматься. Но в один момент, когда-то вы упираетесь именно в технику, и после этого вы уже не можете ехать на подиум, например, из-за того, что вам не позволяет ваша техника. У вас неподходящая резина, вам нужны тормоза, которые не нагреваются через несколько кругов и делают то, что вы от них хотите. Так же само и в спорте, и в хайке, и во всем на свете. Например, те же ботинки. Ботинки существуют такие, которые в них будет не жарко, и они не будут промокать. Соответственно, это самые последние технологии, самые последние мембраны. И за самые последние технологии, за легкие ботинки вам надо будет отлистать очень солидную сумму. Либо те же самые куртки. Есть куртка, например, на ней написано, они в принципе, в теории они все промокаемые куртки. Просто на одних написано, что она промокнет там через 300 литров воды, а другая через 3000 литров воды. Так же самое и с палатками. И вам уже надо выбирать, чем, конечно, она дороже, тем больше она может выдержать напор воды. Потому что, если ливень идет, к примеру, он же, идет, конечно, может идти в Германии, в Альпах полностью целый день и ночь там и так далее. Но в большинстве случаев он все-таки на какое-то время прерывается, она успеет за это время подсохнуть, и вы идете дальше. И также и перчатки. Есть перчатки зимние. У хороших перчаток у них еще под низом именно клеенка. То есть они никогда у вас не промокнут, потому что внутри такая клеенка. И такие вещи, они стоят на 3 или 4 порядка дороже, чем какие-нибудь аналоги Стему и так далее. Вся эта одежда дышит, она защищает вас от ветра, она защищает вас от влаги и от всего остального. И в этом плане вы даже не можете купить дешевое, потому что если пойдет в походе там дождь или в хайке, или куда вы пошли, то вы 1000 раз пожалеете, что вы не отдали там денег. И много таких примеров, например, шапки флисовые. То есть, если вы возьмете флисовую шапку, либо флисовую кофту, почему их берут? Потому что, когда вы потеете, она не намокает. А обычная катоновая, она намокает, и она потом, ее невозможно высохнуть, и вы, конечно, из этого мерзнете. И в этом плане вам по-любому придется на вещи отдавать хорошие деньги. Так же самое, как и, например, часы, которые вам нужны в походе, которые записывают ваш трекинг, которые будут с компасом, которые будут показывать, куда вам идти, когда у вас нету связи, то есть по GPS будет связываться. За такую технику надо платить много денег, но оно все работает. Это проверенные вещи временем и людьми, и люди, которые этим занимаются, они эти вещи создают. И еще такие вещи прослужат вам намного дольше. Некоторые легко прослужат вам и 10, и 20 лет, и не подведут вас в ближайшем же походе, спуске с гор и так далее. То есть вы будете чувствовать себя в надежных руках, скажем так. Еще один пункт, который я бы хотела осветить, который также касается вещей, одежды, обуви. У нас дома, в принципе, нет поломанных игрушек. У нас нет каких-то поломанных вещей, обуви, порванной одежды, либо еще что-то такое. Все, что у нас выходит из строя, мы сразу же ремонтируем, если это возможно. Допустим, детские игрушки. Понятно, что нашему ребенку 1,5 года. Он может там бросать какие-то свои машинки и так далее, игрушки. Не все выдерживают эти такие его такой напор нашего ребенка. Но у нас все Ваня сразу же, допустим, ремонтирует. Если там где-то есть батарейки, он всегда сразу же меняет. У нас все всегда в рабочем состоянии. И продолжаем мы этим использоваться. Оно не лежит у нас где-нибудь просто в углу без надобности. И также, если мы купили какую-то хорошую вещь, заплатили за нее приличную сумму, либо действительно ожидаем от нее качества, если она ломается, мы без проблем обращаемся обратно в сервис, либо в магазин с просьбой отремонтировать, либо поменять ее, либо вернуть нам деньги. Я могу рассказать даже пример про мои Биркенстоки. В прошлом году, в начале сезона,
я купила Биркенстоки. Кто знает, цена на них сейчас, я бы сказала, достаточно высокая за обычные там шлепки, сандали. То есть это порядка 100 евро. Но я знаю, что я ношу вещи всегда аккуратно, и они мне там прослужат минимум 5 лет, при том, что я ношу их летом буквально через день, наверное. Ну, потому что это очень удобная для меня обувь. Вот. Но я в этом году, вот этим летом обнаружила, что у меня там появилась трещина сверху просто. То есть это не из-за носки даже, а просто какой-то, ну, брак материала, возможно. И я написала в саму фирму, в сам магазин, потому что я покупала на официальном сайте. Приложила им фотографии, сказала, что вот я очень люблю вашу фирму, как бы я рада была, что купила, но я немного разочаровалась, потому что я ожидала немного другого качества все-таки за эти деньги. И они мне написали, да, без проблем, запаковывайте обувь, отправляйте нам обратно. Они мне выслали бесплатную этикетку для обратной отправки им в сервис. И в течение 7 дней они проверили ее и написали, да, пришлите мне реквизиты вашего счета, мы вернем вам всю сумму. К сожалению, мы не можем вернуть вам там новые шлепки, сандали, поэтому вы можете посмотреть на сайте и сами себе заказать другие. Вот. И я не считаю, что это плохо, что мы пользуемся магазином и так далее. Я считаю, что если мы заплатили такую сумму, я ожидаю соответствующего качества. И для самой фирмы я считаю, это плюс, потому что когда они получают такой возврат, они видят все-таки, где у них была ошибка, что они могут улучшить в дальнейшем. Потому что Birkenstock — это немецкая фирма все-таки, которая гордятся своим качеством, ей очень много лет уже. И я уверена, что если они получат какое-то определенное количество возвратов с одной и той же проблемой, они будут, ну, постараются все-таки его исключить в дальнейшем. И таким образом их качество вполне может улучшаться. Поэтому я всем советую, рекомендую все-таки ответственно относиться ко всем своим растратам и покупкам. А вчера я, например, поменял именно, ну не поменял, а сдавал в ремонт в Медиамаркте свой принтер. Вот, они мне тоже сказали, ой, ну не знаю, они починят. И у меня как раз было так, что прошел год гарантии, которая, ну, дает фирма этого принтера. И вообще, кто не знает, еще дает Gewährleistung сам Медиамаркт еще 1 год. То есть 2 года у вас в целом есть. Они говорят, ну нет, мы вам пришлем типа, ну, заказ на ряд. Я говорю, мне не надо никакой заказ на ряд присылать. Я хочу, чтобы вы в рамках Gewährleistung мне сделали мой принтер. Ой, ну я не знаю, получится. Я говорю, получится. Ну вот, если откажут, я говорю, ну я надеюсь, что не откажут, потому что я буду тогда обращаться к адвокату. Они с недовольным лицом забрали этот принтер. Ну вот, через 2 недели отдали мне, все, обратно работает. Просто, да, этим надо не бояться пользоваться. То есть это ваши деньги, которые вы заплатили за эту технику, и это ненормально, что через год после того, как заканчивается гарантия, неделю спустя ломается принтер, например. Ну, это как пример, либо другая какая-либо вещь. Вы можете тоже давить на Gewährleistung, то есть 2 года. Некоторые ограничивают это, ну вот, например, на Медиамаркт. Это еще почему мы им до сих пор пользуемся, этим Медиамартом, как раз из-за таких случаев. Потому что если вы купили, к примеру, на eBay, я очень много покупаю, то спустя, как только у вас заканчивается ваша защита покупателя от PayPal, я плачу всегда через PayPal, то все, у вас никакой гарантии нету, и было много раз, когда даже продавца не было, где его искать, он подал там на банкротство, на инсольвенцию, вы никогда этих денег не получите. У нас до сих пор работают, ну, где мы там покупали такие подарочные сертификаты, один был на 100 евро, другой на 60 евро, фирмы подали на банкротство, все, этих денег нет. Я поэтому всем сказал, не покупайте мне никакие гудшайны, никогда, никакие подарочные сертификаты, потому что 160 евро у нас уже в судовых процессах лежат. И проблема Германии в том, что если фирма или человек подал на банкротство, вы с него ничего не взыщете. Он банкрот, у него нет денег. И эти деньги, эти все подарочные сертификаты, они просто пропадут, вы эти деньги не получите ни через суд, ни через что. Следующий принцип заключается в том, что все счета либо штрафы, которые мы получаем, мы никогда не оплачиваем просто сразу бездумно. Мы всегда их проверяем. У нас уже не раз были такие случаи, когда нам приходил счет, и мы находили в нем ошибку. Вот элементарно на нашей первой квартире в конце года нам хозяйка присылала пересчет,
и нам нужно было доплатить что-то около 200 евро, мне кажется, да? И я пересчитала все ее расходы, посмотрела, которые квитанции она прикрепила. Я увидела, там была просто обычная какая-то элементарная математическая ошибка, она просто написала не то число. Но она была уже в возрасте, может быть, там поздно считала. И была ошибка, мы действительно ничего не должны были доплачивать, это она должна была нам вернуть еще 10 евро, по-моему. Вот. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что все присылают вам все правильные расчеты и так далее. Мы все люди, и мы можем тоже делать ошибки. Это могут делать даже официальные какие-то учреждения. Поэтому не бойтесь перепроверять, не бойтесь оспаривать штрафы, если вы с ними не согласны. Иногда это стоит того, потому что это, опять же, ваши деньги, которые вы заработали, за которые вы тратите свое рабочее время. Вашу жизнь вы тратите прежде всего. Да, вы тратите свою жизнь взамен на какую-либо финансовую компенсацию. Это все очень просто. Я всегда так говорю. Да, вы можете простить там 2, 3, но просто у нас этих 2, 3, 5, их собирается в месяц на сумму там, в районе там, 100 евро. И если вы умножите это на 12, у вас получается 1200 евро, которые вот так вот 5, 10, 20, 30, 50. Да, этот принтер, в принципе, вот как пример, да, он там недорогой, 180 евро. Но я не буду просто через год 80 евро выкидывать на мусорку. Ну, потому что 80 евро это в среднем, ну, для какого-нибудь обычного человека, который на обычной работе работает, ну, это 2-3 часа работы, например, или может даже больше. Может, целый день работать. Да, может еще, ну да, кстати. Может даже и целый день работы просто за то, что у вас сломался принтер, не по вашей причине, не проблеме, не по вашей вине. И почему вы должны просто так подарить эти деньги огромной корпорации, которая обязана свою проблему устранить? Я так это вижу. Эти деньги лучше проинвестировать и получить еще и прибыль с них, например, чем просто кому-то подарить, скажем так. Еще один момент. Налоговая декларация. В Германии заполнять и подавать налоговую декларацию не обязаны все. Есть определенная группа лиц, которые обязаны, если вы частный предприниматель, конечно же. А просто как обычный работник вы не обязаны ежегодно подавать декларацию. Но мы подаем, потому что мы таким образом можем вернуть часть своих налогов. Все немцы, наверное, об этом знают. Не все, может, хотят заморачиваться с подачей декларации, потому что чаще всего это большое количество страниц. Мы заполняем онлайн с помощью Эльстер. И каждый год к нам приходит возврат, это обычно около 1000-1500 евро, которые мы дальше можем использовать как часть для нашего отпуска или поехать куда-нибудь также, не знаю, в парк аттракционов. В общем, всегда есть куда потратить эти деньги на что-то другое. Поэтому декларацию мы заполняем и всем советуем, особенно тем, кто живет в Германии. Согласен? Да. Еще один момент. Я говорила, что мы стараемся меньше покупать ненужных вещей, например, игрушки старшей дочери. Я уже не помню, когда мы последний раз что-то ей покупали, да? Ну, уже очень давно, ей 8 лет, конечно, на какие-то праздники, но так мы больше хотим подарить ей какие-то впечатления, воспоминания. Вот сейчас, например, на ее летние каникулы мы ездили в Европа-парк, то есть лучше эти 65 евро потратить на ее билет в парк, например, и там на какие-то аттракционы, понятно. Потом мы на ее каникулах, вот на выходных мы съездили в Италию, то есть эти деньги всегда можно потратить по-другому, с пользой для семьи, для общих впечатлений каких-то. И это намного более приятное времяпровождение. И так как мы достаточно часто куда-то ездим, мы говорили, что мы живем в Констанце, у нас здесь рядом граница со Швейцарией, до Италии нам всего 3 часа ехать. В дороге мы находимся много, и часто мы ездим. И у нас есть еще один такой момент. Мы никогда, практически никогда, за редким исключением, не покупаем еду на заправках, на автобанах, когда мы едем. Мы всегда берем с собой, если холодно, если мы едем в горы, мы берем с собой обязательно большой термос с чаем, мы берем себе какой-нибудь перекус, какие-то фрукты, овощи, потому что у нас есть еще и младший ребенок, с которым мы останавливаемся только тогда, когда там либо ему нужно отдохнуть, например, либо машину заправить. Если в другое время кто-то проголодался, мы всегда сможем в машине что-то перекусить.
Потому что элементарно на автобанах какая-нибудь булочка, сэндвич может стоить 12 евро, когда нас 3 человека, это ты просто 50 евро вот так вот выкидываешь на какой-то там хлеб с колбасой, грубо говоря, который тебе не принесет ни удовольствия, ни особо пользы. А брать с собой какую-то еду, может, для кого-то это не очень круто считается, не очень классно, но вот мы, когда ездим по Швейцарии, там очень много на остановках, когда остановка просто, допустим, с туалетом, да, есть такие столики с лавочками, где ты можешь сесть спокойно, достать свой чай на фоне прекрасных гор, какого-нибудь леса. Ты сидишь с ребенком, со своей семьей, дети могут играть на детской площадке, а вы можете что-нибудь полезное перекусить, что вы взяли с собой. И это большой плюс, и если посчитать, это экономит достаточно много. Лучше эти деньги, эти же 50 евро, которые мы не потратим, например, на заправки, на булочки, мы потом потратим вот в той же Италии, не знаю, на вкусную пиццу в ресторане, допустим. И это принесет нам намного больше удовольствия и каких-то впечатлений, эмоций. Мы часто останавливались, просто покупали там, например, там капучино, кофе и так далее, до тех пор, пока средняя капучино не стала стоить там 8,50, по-моему. На заправках, может быть. Мы последний раз, когда заправляли, даже сначала не понял, потому что мне там высветилось, по-моему, 20 евро, я брал там 3 капучино, и причем мне надо было их, автомат стоит, и в этот автомат карточкой платишь, и сам подходишь, но это не такой автомат, типа, о котором в пластиковом стакане, это уже такой крутой, там уже красивые стаканчики такие, уже крепкие, и просто я сделал 3 капучино, и там получилось 20 с чем-то евро, офигел просто. И с тех пор мы тоже эту тему прикрыли для себя, потому что, это несерьезно. И в Германии в целом, если вы едете по автобану, про заправки можете забыть. Вам надо так планировать, чтобы вы заезжали куда-то в город и там заправлялись, потому что если бензин, например, там стоит евро 80, то на автобане он будет стоить 2,25. Вы переплачиваете почти 50 центов с литра. То есть, если вы заправили 10 литров, а я не знаю, кто сегодня заправляет 10 литров, вот, пару раз нам приходилось, мы там подзаправили 10 литров, чтобы доехать там до конечной точки, а потому что в городе, когда вы только съезжаете с автобана, уже будет нормальная цена. В этом тоже огромная экономия, потому что если мы заправляемся, у нас огромный бак, огромный расход, наверное, минимум мы заправляем всегда 50 литров. То есть можете посчитать, какая-то сумма получается. Пишите в комментариях. Кстати, если вам нравится это видео, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте ставить колокольчик, чтобы все видео новые, которые выходят, вы могли самыми первыми посмотреть. И еще такой момент, вот допустим, мы недавно на выходных снова приехали с очередной поездки. Даже при большом желании не всегда есть возможность остановиться. Мы попали в большую пробку, я не знаю, там до ближайшей... 4 большие пробки. 4 большие пробки. Мы собрали все пробки, которые были на пути из Италии к нам в Констанц, через Швейцарию. Все возвращались, видимо, домой с какого-то отпуска. И ты просто не можешь остановиться. Даже если ты голодный, вот на некоторых наших дорогах просто, не знаю, километров 70, наверное, нет каких-то... Даже заправок может не быть или какого-то кафе, там не то, что поесть было, нам уже надо было заправляться, потому что нам надо было бы подзаправиться, а мы тупо стоим в пробке и стоим по 1,5 часа в 4 пробках. В общем, мы проехали за 350 километров, мы проехали за 6,5 часов. Было весело. С маленьким ребенком можете представить себе, как было весело. Так, наверное, это все. Мы поделились только частью каких-то своих принципов, как мы распределяем свой бюджет, наши растраты, чтобы умещаться в наши месячные расходы, которые мы себе запланировали, и в то же время, чтобы у нас не лишать себя каких-то радостей, поездок и прочих приятностей. Поэтому делитесь в комментариях, какие у вас принципы, как вы распоряжаетесь своим бюджетом, с чем вы согласны, с чем вы, возможно, не согласны, на чем вы можете экономить в вашей повседневной жизни, либо вы предпочитаете вообще не экономить, возможно. Нам будет очень интересно это все почитать, поэтому оставайтесь с нами. Думаю, в следующий раз будет тоже что-нибудь интересное. Всем пока. Пока.